Привет, меня зовут Снежа, я шью и вяжу, и это новая часть этой ветки влогов, где я шью на заказ, шью для себя и коплю на швейную машинку. В выходные я не шибко что-то снимала или занималась. Сетку, которую я вам показывала ранее, я сделала ровно одну строчку, и все, и больше не вязала. В планах у меня, естественно, первым делом закончить эту сетку. Буду продавать где? В Хито, конечно же, вот здесь можно перейти по QR-коду. Так, наконец-таки я взялась за вязание, продолжение вязания этой сетки. Сделала ровно половину и собираюсь продолжить. Классно будет, если я закончу прямо сегодня, в понедельник, в начале недели. Поискать, если вам что-то особо не понравилось. Мне понравилось. Короче, чтобы создать, вот у нас есть две программы. Есть Adobe Illustrator, а есть Blender. В Adobe Illustrator мы создаем векторные изображения. Чтобы перейти в 3D, нам сначала нужно поработать в Adobe Illustrator. Весь вектор у нас делается в Adobe Illustrator. Что нам хочется? Нам хочется сделать меховое сердце. Здесь у нас что? Главное – это сердечко. Нам нужно создать сердце, чтобы потом его в 3D преобразовать во что-то. Хорошо. Смотри, у нас тут нет четких углов. Давай исправим это и сделаем здесь все плавно. То есть, видишь, у тебя тут есть четкий угол, эти тоже какие-то у тебя четкие. Поэтому вот тут вот ты можешь, допустим, выделить, да? Такая хоба, сделать мягкие. Попробуй сама. Вот так. Тебе нужно будет создать квадратик. Это здесь? Да, вот у тебя нужно стоит прямоугольник. Это прямоугольник. Все отлично, мне нравится. Ну все, вот ваши эти готовые штучки. Вот, но мы возвращаемся сейчас, через точки загружается, возвращаемся на Иви. Бамс. Посмотреть, покрутить, какой он красивенький получился. Нежность какая. Нежность. Такое вот сердечко. Завершающий. Нет подходящего. Ну, вроде этот подходит, не знаю, мама хочет еще более подходящий. Итак, сегодня уже четверг, и я наконец-таки доделала свою вязальную сетку.
Вот так она выглядит. Очень милая. Это будет просто салфетка на стол. И я ее в таком виде и продам. То есть это не будет часть какого-то костюма или топа или чего-то еще. Мне нравится такая, какая она есть. Она красивая, уже самодостаточная. Сегодня буду фотографировать вещи на продажу. Ну и все, в принципе, это план до конца недели. В предыдущих видео я уже немножко расхламлялась. Недавно я увидела, так скажем, новый для себя метод. Я его никогда не использовала. Взять коробку и в течение какого-то времени наполнять ее вещами, которыми я не пользуюсь. Ни я, ни Амина не пользуемся. Целое прям коробище из вещей, которыми мы не пользуемся. Короче, вот первая вещь. Вот я буду точно продавать вот этот, это мой. Нужно выбрать, что продаем. Не носилась уже больше полугода. Чё, говори. Ну, тогда продаем. Хорошо, продаем. Вот это тоже не носилась больше полугода. Да я не хочу продавать. Не продаем, тогда вешаю туда. Будешь носить? Не знаю. Знаешь, мне кажется, если я это продам втихую, ты даже не вспомнишь про это. Ну ладно, продавай. Точно? Сейчас я как будто на тебя давлю. А тебе это для всяких брелков типа не понадобится, которые на продаже, например, кулончики. Ну, мы можем кулончики сами оставить. Вот этот кулончик, например, тоже. Все, вот это все, здесь половина мое, я продаю. Это тоже я продаю. Никто из нас не носит. Дальше, вот этот я тоже продаю, тоже никто не носит, неудобно это. Дальше вопрос. Ты ткальк используешь? Нет. Продаем. А вот эти топики, они мне неудобные, поэтому я их решила продать. Ты их не носишь вообще. Поэтому я кисточку продаю. Расхламив зону с резинками, заколками, вот этой всей темой, я нашла там заколки, которыми давно никто не пользуется, они были заброшены. Как раз подойдут под мою идею, помните, я показывала вот это крылышко от карт-холдера, что хочу сделать такие заколки. У меня как раз вот теперь появилась основа, вот эти детальки старенькие, они уже все пожухлые, я уберу, и будет просто чистая основа заколки, надо их еще почистить. И вообще будет супер. Итак, сегодня последний день недели, пятница. Мы подводим, как обычно, итоги. На этой неделе ничего не продалось из БУ вещей. Вот столько сейчас на машинке. Достаточно серьезно прибавилась сумма, что не может не радовать. Я не связала заколки, которые хотела. У меня не было совершенно настроения это делать, и я решила себя не насиловать.
Последнее, что я сделаю в пятницу, это подготовлю их к дальнейшему декорированию. И все. Наверное, на этом я эту неделю закончу. Следующую неделю я не снимаю, у меня будет небольшой перерыв, чтобы я немножечко взбодрилась и, так сказать, нашла чуть больше мотивации для съемки этой рубрики, потому что она мне немножечко надоела. Потому что вязать и использовать материалы, которые у меня давно есть, это немного скучно. Вот, поэтому мне нужно где-то надыбать мотивации и желания. Вот эти штучки остались после расхламления. Я думаю, что можно что-нибудь с ними придумать в дальнейшем. Оставлю их здесь. Это тоже. Вот эти заколки достаточно старые, они такие покоцанные. Больше всего здесь пострадали звездочки, поэтому их я сниму и выброшу. А заколка нам пригодится. Спасибо за просмотр этого видео. Мне будет очень приятно, если вы оставите комментарий или вообще как-либо взаимодействуете с видео. Напоминаю, что можно поддержать меня на Boosty или приобрести что-нибудь в Хито. Я как раз-таки недавно выложила вязаные вещи, которые вязала как раз-таки в этих видео. Спасибо за просмотр. Пока!